Приветствую, друзья! Природа словно потеряла терпение. Катаклизмы охватили весь мир. За один день планета пережила десятки ударов. Это реальность, которую невозможно игнорировать. Давайте посмотрим, что принес этот день. В пятницу сильное землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Бангладеш, вызвав панику в густонаселенной столице Дакке и приведя к многочисленным жертвам и разрушениям. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 10 человек, еще более 450 получили ранения. Землетрясение произошло в 10:38 утра по местному времени. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился примерно в 30 километрах к востоку от Дакки, в районе Нарсингди на глубине около 10 километров. Подземные толчки длились около 26 секунд и ощущались как в Бангладеш, так и в восточных штатах соседней Индии, включая Калькутту. Большинство смертельных случаев произошло из-за обрушения конструкций. Жители Дакки сообщали, что здания сильно раскачивались, и многие в панике выбегали на улицы. Пожарные и спасатели продолжают работать на местах обрушений, расчищая завалы и оказывая помощь пострадавшим. Власти Бангладеш заявили, что ситуация находится под пристальным контролем, все соответствующие ведомства направлены в места проведения спасательных работ. Этот толчок стал самым сильным землетрясением в стране за последние 5 лет. В пятницу индийский легкий боевой самолет HAL Tejas потерпел крушение во время демонстрационного полета на 19-м международном авиасалоне Dubai Air Show. Авария произошла на глазах у тысяч зрителей и участников мероприятия. Пилот не успел катапультироваться и погиб. Инцидент случился около 14:10 по местному времени в международном аэропорту Аль-Мактум, где проходил авиасалон. По данным расследования, в момент падения на землю вблизи взлетно-посадочной полосы самолет выполнял сложную фигуру высшего пилотажа. ВВС Индии официально подтвердили гибель пилота. Погибшим оказался 37-летний командир крыла Наманш Сьял, уроженец округа Канга в штате Химачал-Прадеш. Для установления точных причин чрезвычайного происшествия создана следственная комиссия. Эксперты предполагают, что к катастрофе могли привести как ошибка пилотирования, так и технический сбой, связанный с аэродинамическим срывом при выполнении маневра на низкой высоте. В приходе Вестморленд, расположенном на западе Ямайки, зафиксирован резкий всплеск природных пожаров. По данным Ямайской пожарной службы, причиной стали засушливые погодные условия в сочетании с большим количеством легко воспламеняющегося растительного мусора, оставшегося после недавнего урагана Мелисса. В среду пожарным расчетам пришлось реагировать сразу на несколько инцидентов. 2 крупных кустарниковых пожара произошли в районах Бистон-Спринг и Уотеркресс. Борьба с огнем затруднена из-за рельефа местности. Часть пострадавшей территории оказалась недоступна для проезда пожарной техники, и эти участки пришлось оставить на естественное контролируемое выгорание. Зоны, куда удалось добраться расчетам, были оперативно потушены с помощью воды. К счастью, сообщений о пострадавших или значительном материальном ущербе не поступало. Власти призывают жителей к максимальной осторожности в связи с сохраняющимися пожароопасными условиями. Вечером в четверг в небе над набережными Челнами и Нижнекамском пронесся яркий болид, оставив за собой светящийся след. Инцидент был зафиксирован около 17:39 по местному времени, когда на улице уже стемнело. Яркость объекта была настолько велика, что его заметили тысячи жителей региона. По предварительным данным астрономов, скорее всего, это был крупный метеор, который вошел в плотные слои атмосферы Земли и полностью сгорел, не достигнув поверхности. Это явление совпало с активным периодом метеорного потока Леониды, пик которого приходится на середину ноября и который активен до конца месяца. Хотя большинство метеоров этого потока невелики, иногда среди них попадаются и более крупные фрагменты, которые и образуют яркие болиды. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. Западные и северо-западные регионы Греции накрыли сильные грозы и шквалистый ветер.
которые привели к масштабным наводнениям и оползням. Наиболее серьезно пострадали регионы Ипирос, Кастория и популярный туристический остров Корфу. Регион Ипирос принял на себя основной удар непогоды. Всего за 72 часа здесь выпало аномальное количество осадков. В районе Парамития зафиксировано до 155 мм осадков. В других районах, таких как Вавуса и Праманта, уровень осадков превысил 100 мм. Это привело к тому, что улицы и местные дороги в городах Иоаннина, Игуменица и Дзумерка превратились в бурные реки. Вода затопила подвалы и первые этажи зданий. Синоптики также зафиксировали более 6000 ударов молний в регионе и над Северным Ионическим морем. Сошедшие оползни заблокировали ключевые дороги, а также повредили кабельные сети. Власти были вынуждены провести экстренную эвакуацию части жителей и фермеров из опасных зон. В регионе Кастория и районе Нисторио из берегов вышла река Алиакмонос и затопила обширные территории сельскохозяйственных угодий. Фермеры столкнулись с трудностями при эвакуации и транспортировке скота. Серьезной проблемой стало также загрязнение источников питьевой воды. На острове Корфу сильный ливень и ветер вызвали хаос. Повалены десятки деревьев, зафиксировано массовое включение электричества. Сообщается о сходе оползней в северной части острова и разрушении зданий. Метеорологи не исключают повторения неблагоприятных погодных условий в ближайшие дни. В Пакистане произошел мощный взрыв на заводе по производству клея, который привел к обрушению здания. Инцидент произошел в промышленном городе Фейсалабад в провинции Пенджаб. В результате детонации вся конструкция завода была разрушена и превратилась в груду обломков. Сила взрыва была такова, что ударной волной были повреждены несколько соседних домов и зданий. Среди подтвержденных погибших 4 детей и 2 женщины. Предварительной причиной взрыва рассматривается утечка газа или воспламенение легко воспламеняющихся химикатов, использовавшихся в производстве клея. На месте происшествия развернута масштабная спасательная операция. Сотрудники экстренных служб, военные и местные жители разбирают завалы в поисках выживших. Количество погибших может возрасти, так как доступ к некоторым частям разрушенного здания затруднен. Власти начали расследование, чтобы установить точные причины и обстоятельства трагедии. Последнее крупное извержение вулкана Семеру на острове Ява привело к серьезным последствиям. В результате излияния лавы, камней, песка и обломков более 200 домов в 2 деревнях были повреждены. Кроме того, пострадали начальная школа, молитвенная комната и пункт приема пищи. От стихии погибло более 120 голов скота. 300 жителей района Семеру были эвакуированы. Сообщается, что 60 альпинистов и 15 гидов застряли в районе Рану-Кумбола на горе Семеру из-за тумана и дождя. Вчера на вулкане за 6 часов произошло 45 извержений, выбросов пепла и камней. Местные власти на 7 дней объявили в регионе чрезвычайную ситуацию. В округе Менард в штате Техас было объявлено чрезвычайное предупреждение о внезапном наводнении после того, как всего за несколько часов на регион обрушилось беспрецедентное количество осадков. По данным метеорологов, в течение 6 часов выпало до 229 мм осадков, а в некоторых районах их уровень и вовсе превысил 300 мм. Национальная служба погоды назвала ситуацию особо опасным событием, подчеркивая реальную угрозу жизни. Власти округа Менард распорядились провести превентивную эвакуацию жителей низменных районов, а также постояльцев близлежащих кемпингов. Хлынувшие потоки воды привели к переполнению ручьев и притоков, впадающих в реку Сан-Саба, и вызвали наводнение. Многие дороги в округе закрыты, движение крайне ограничено. Власти настоятельно просят водителей не пытаться пересекать затопленные участки. Спасательные службы работают в усиленном режиме. Это уже 3-е наводнение на реке Сан-Саба в этом году, что подчеркивает растущую проблему экстремальных погодных явлений в регионе. Жителям рекомендовано внимательно следить за обновлениями прогнозов погоды и указаниями местных властей. В северной иранской провинции Мазандаран
продолжается борьба с крупным лесным пожаром, который бушует уже более 2 недель в труднопроходимых герканских лесах. В последние дни ситуация обострилась из-за сильного ветра и сухой растительности. Изначально огонь вспыхнул в горной зоне недалеко от деревни Элит, расположенной в популярном туристическом районе города Чалус. По данным местных властей, основной причиной возгорания стала человеческая халатность, в частности, оставленные без присмотра костры туристов или охотников. Из-за сложного скалистого рельефа, крутых склонов и сильного ветра тушение пожара исключительно наземными силами оказалось крайне затруднительным. Во время проведения наземных работ по тушению пострадали 4 человека. Для борьбы с огнем задействованы более 400 спасателей, местных жителей и добровольцев. К операции привлечены 5 вертолетов и 1 крупный противопожарный самолет Ил-76, способный нести 40 тонн воды. Иранские власти также обратились за международной помощью, запросив 2 самолета и вертолет у Турции, которые должны прибыть в субботу. Отсутствие прогнозируемых осадков и сохраняющиеся ветры осложняют полное сдерживание пламени. Пожар представляет серьезную угрозу для герканских лесов. Эти леса – одни из последних реликтовых лесов, сохранившихся с третичного периода, и их возраст оценивается в 25-50 миллионов лет. Иранская часть лесов внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В четверг в округе Гарут на острове Ява произошло разрушительное наводнение. Продолжительный ливень вызвал стремительный исход потоков воды и грязи со склонов горы Папандаян, которые всего за час достигли нескольких населенных пунктов. Наводнение затронуло деревни Чибоджонг, Пасар-Калер в районе Чесурупан и прилегающие территории. Вода прибыла настолько быстро, что создала серьезную угрозу для безопасности людей, особенно в низинных районах. Десятки домов получили серьезные повреждения. Некоторые участки дорог оказались покрыты слоем грязи толщиной до 1 метра. По предварительным данным местных властей обошлось без человеческих жертв, хотя материальный ущерб оценивается как значительный. Власти округа Гарут и Агентство по смягчению последствий стихийных бедствий объявили чрезвычайную ситуацию. В регионе сохраняется риск повторных наводнений в случае продолжения интенсивных осадков. Жителям настоятельно рекомендуется сохранять бдительность и при необходимости быть готовыми к эвакуации в более безопасные районы. Вечером 20 ноября, в ночь на 21 в округе Ориндж в Южной Калифорнии было объявлено экстренное предупреждение о внезапном наводнении, вызванное серией мощных штормов, обрушившихся на регион. Непогода охватила густонаселенные прибрежные и внутренние города, включая Хантингтон-Бич, Вестминстер, Мидуэй-Сити, Гарден-Гроув, Стентон, Сил-Бич, Фаунтейн-Вэлли и Сайпресс. Интенсивные ливни принесли за короткий промежуток времени до 44 мм осадков и привели к опасному подтоплению дорог, улиц и низинных территорий. Многочисленные дороги и перекрестки оказались под водой. На некоторых участках спасателям пришлось эвакуировать людей из затопленных машин. К утру субботы большая часть воды в прибрежных районах спала, но синоптики предупреждают о возможности дальнейших локальных ливней и даже о риске прохождения торнадо. Помимо этого сохраняется риск наводнений и схода оползней в районах, пострадавших от недавних лесных пожаров. В четверг в муниципалитете Эль-Кальварио, расположенном в колумбийском департаменте Мета, произошел масштабный оползень. Огромная масса земли и выветренных горных пород длиной около 430 метров сошла в секторе Каньо-Секо деревни Эль-Кармен. Оползень разрушил главную подъездную дорогу, ведущую в Эль-Кальварио, оставив муниципалитет полностью изолированным. Это значительно затруднило доставку помощи. Стихия уничтожила также ферму на площади 10 гектаров, принадлежащую местным жителям. Сообщается о потере урожая и скота.
Причиной оползня стали проливные дожди, которые в последние дни обрушились на регион, перенасытили почву влагой и спровоцировали сход грунта. Местные власти и спасательные службы занимаются оценкой ущерба и планированием восстановительных работ. Приоритетной задачей является расчистка дороги и восстановление сообщения с муниципалитетом Эль-Кальварио, что может занять длительное время из-за масштабов обвала. Разрушительные наводнения и оползни, обрушившиеся на центральные провинции Вьетнама в середине ноября, стали одним из крупнейших стихийных бедствий в регионе за последние годы. По состоянию на утро субботы число погибших и пропавших без вести достигло 68 человек. Сильнее всего пострадали провинции Ханьхуа, Даклак, Геалай, Ламдонг, Куангнай, Тхатхенхуэ и город Дананг. В некоторых районах уровень осадков превысил 1500 мм за последние несколько дней, что привело к беспрецедентному подъему уровня рек. Последние данные о жертвах свидетельствуют о 55 подтвержденных погибших и 13 пропавших без вести. Провинция Даклак является наиболее пострадавшей, там погибли 27 человек. Более 62 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Спасатели продолжают операции по поиску людей, застрявших на крышах и в труднодоступных районах. В общей сложности было затоплено или повреждено более 52 тысяч домов. Ливни спровоцировали более 20 крупных оползней. Около 370 тысяч потребителей по-прежнему остаются без электричества. Несколько автомобильных трасс государственного значения закрыты из-за размывов и обвалов. Целые населенные пункты в горных районах оказались отрезаны от внешнего мира. Железнодорожное сообщение между севером и югом страны приостановлено с 19 ноября. Предварительные экономические потери уже превысили около 340 миллионов долларов США. Пострадали посевы кофе и риса, что грозит перебоями в поставках из крупнейшего в мире региона по производству рабусты. Премьер-министр Вьетнама потребовал максимальной мобилизации сил для ликвидации последствий исторического наводнения. Власти и гуманитарные организации активно работают над доставкой продовольствия и предметов первой необходимости в изолированные деревни. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.